Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю летний бисквитный рулет с клубникой. Нежный, мягкий, как облачко, он просто тает во рту. Идеально сворачивается, не трескается, а в середине яркая, сочная начинка из домашнего клубничного конфитюра. Секрет в сбалансированном тесте, которое делает бисквит гибким и ароматным. Такой десерт – настоящий кусочек лета в каждом ломтике. Подайте его к чаю или на праздничный стол. Аромат клубники точно всех покорит. Для приготовления клубничного конфитюра мне понадобится уже помытую и очищенную клубнику разрезаю и перекладываю в сотейник. Для рецепта можно использовать как свежую, так и замороженную клубнику. Вливаю немного лимонного сока, всыпаю сахар, отправляю сотейник на плиту. Доведу массу до кипения и буду проваривать примерно 5-7 минут до мягкости ягод. Масса вот так немного загустела. Снимаю ее сейчас с плиты и хорошо пробиваю погружным блендером. Можно сделать массу полностью однородной, либо оставить небольшие кусочки клубники. Кукурузный крахмал разведу с водой. Вливаю его в клубничную массу и перемешиваю. Возвращаю сотейник обратно на плиту. При постоянном помешивании, когда масса закипела, провариваю еще 1-2 минуты. Снимаю сотейник с плиты. Для приготовления теста мне понадобится бисквит я буду готовить без разделения на белки и желтки. Очень простой и быстрый рецепт. Разбиваю в миску 5 крупных яиц. Вес яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Добавляю соль и всыпаю сахар. Взбиваю в пышную светлую массу примерно в течение 7-10 минут. Я взбиваю яйца с сахаром на высоких оборотах миксера. Яйца хорошо взбиты, если след сразу не растекается. Миксер убираем. В отдельную миску я вливаю растительное масло без запаха, рафинированное. Добавляю молоко и добавляю чайную ложку экстракта ванили. Перемешиваю. Теперь я добавлю в эту массу немного взбитых яиц и перемешаю. Так масло с молоком легче объединится с общей массой. Вливаю полученную массу во взбитые яйца, перемешиваю. И сразу просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Слегка перемешиваю в сите. Добавляю в 3 приема. Добавила первую часть и аккуратно перемешиваю сверху вниз. В принципе, в этот рецепт не обязательно добавлять разрыхлитель, но я немного добавляю, так как в рецепте присутствует масло и молоко. Добавляю следующую часть муки и вмешиваю. Стараемся вмешивать аккуратно, но вместе с тем, чтобы не было ни промеса. Обязательно заранее включите разогреваться духовку на 180 градусов. Вот такое легкое воздушное бисквитное тесто получилось. Выливаю его на заранее подготовленный противень. Я его застелила пергаментной бумагой, ничем не смазываю, у меня бумага хорошего качества. Размер противня 32 на 42 сантиметра. Можно пару раз стукнуть противнем об стол, чтобы вышли большие пузыри. И отправляю бисквит выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-12 минут. Не пересушивайте его. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки, без конвекции. Мой бисквит готов. Посмотрите, какой пышный красавец получился. Я его сразу стаскиваю с противня. Здесь даже проверять готовность особо не надо. Можно просто нажать пальцем, если бисквит пружинит, он готов. Ну и он уже красиво подрумянился. Накрываю бисквит сверху вторым куском пергамента и переворачиваю.
Снимаю пергаментную бумагу. Теперь я снова его накрою этой бумагой и бисквит сверну. Здесь сделаю небольшое утолщение. И вот в таком виде бисквит я оставлю остывать. Кстати, забыла сказать, рулет вы можете сворачивать как в длину, так и в ширину. Я сворачиваю в ширину. Мой бисквит остыл до теплого, и я его разворачиваю. Сверху выливаю клубничный конфитюр. Распределяю лопаткой. Бисквит я дополнительно не пропитываю, так как он и так получается достаточно влажный благодаря тому, что добавляли в тесто молоко и растительное масло. И также конфитюр у меня не очень густой. Он хорошо пропитает тесто. Вот эти ягодки клубники, которые здесь получились целенькими, я положу в начале. И теперь я все аккуратно сворачиваю в рулет. Выкладываем рулет таким образом, чтобы он лежал швом вниз. Рулет нигде не треснул, не сломался. Он просто великолепный. Сейчас я оставляю его для того, чтобы он немного пропитался. Хотя, в принципе, его можно уже и сразу подавать к столу. Обрезаю края у рулета. Вы только посмотрите, какой он нежный, воздушный. Сама нежность. Эти кусочки отдаем самым нетерпеливым домочадцам. Сверху рулет присыпаю сахарной пудрой. Если хотите, можно его покрыть сверху шоколадной глазурью. Либо просто сделать сеточку из шоколада. В общем, все по вашему вкусу. Бисквит получается очень нежный, мягкий и воздушный. И пропитан вкуснейшим клубничным конфитюром. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я уверена, он всем понравится. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Язикок. Позитивная кухня. Всем пока!